Привет друзьям и гостям моего канала! В этом видео делюсь своими способами заготовки чесночных стрелок. Что из них можно приготовить? Эти стрелки многие просто выбрасывают, а зря. Из них можно приготовить вот такую зеленую чесночную ароматную соль. Прекрасная ароматная добавка, например, к летним салатам. Чесночную соус, пасту. Ложечка такой пасты или, например, замороженные кубики из такой пасты. Вот вам и добавка даже в обычный майонез для смазки, например, жареных кабачков на бутерброды или добавка в тушеные овощи. Первое блюдо как добавка к кашам. Расскажу, куда добавляю замороженные чесночные стрелки. И приготовим консервированные чесночные стрелки с лимоном и лавровым листом. Вкусная пикантная закуска к соленьям. Даже еще попробую высушить и посмотрим, что из этого получится. Вот сколько всего можно приготовить из чесночных стрелок. Если интересно, оставайтесь со мной, и я с радостью поделюсь своими рецептами заготовки вот такого продукта, как чесночные стрелки. И для заготовки чесночных стрелок, возможно, кто-то не знал, значит, пригодится. Я их не обламываю, а вот вытягиваю. Именно благодаря этому самая сочная ее часть вот этой чесночной стрелки не остается внутри стебля, так как она самая вкусная и нежная. И тем более, что это очень хорошо впоследствии сказывается на величине чеснока. Эта стрелка больше не продолжает расти, и чеснок будет поэтому у нас крупным. Вот так вытягиваю изнутри. И дальше чистые, помытые, высушенные чесночные стрелки я укладываю вот так все вместе, верхушками вверх, стеблями, получается, в одну сторону, верхушками в другую. И прям вот так оптом нарезаю. По одной нарезать это очень долго и нудно, поэтому лучше сложить их в пучок один к одному и вот так нарезать. Вот эти верхушки я попробую высушить. И плюс еще обычные стрелки, они там сочные, молодые, там семена еще не образовались. И вот так укладываю в поддон. Высушу, попробую их измельчить в порошок. А вот, конечно, лучше всего использовать только нижнюю, самую сочную часть стрелок. Я просто нарежу и часть измельчу в комбайне. Можно пользоваться мясорубкой или блендером, кому как удобно. И дальше буду готовить. А часть отправлю сушиться вот на поддоне. Обязательно замораживаю. Это самый простой способ заготовки их. Просто складываю в кулечек с застежкой, выпускаю лишний воздух и отправляю в морозильную камеру. Очень вкусная заготовка, например, зимой, когда вы тушите овощи или запекаете в духовке. Курицу, мясо, любое, добавка очень вкусная. Следующая заготовка — это соус-паста из чесночных стрелок. Очень хорошая добавка, например, в тесто любое, даже в пиццу, в масло сливочное смешать, горячие тосты смазать или к салу перемолотому добавить, или даже к обычному майонезу. Тоже будет очень вкусно. Для этого необходимо 500 граммов чесночных перемолотых стрелок, 1 лимон, 250 миллилитров масла растительного и специи. Вот тут у меня похожая паста, только не из стрелок, а приготовлена из молодого чеснока, то есть белая часть и сочная зелень. Уже хранится в холодильнике больше месяца. Прекрасная добавка, тоже как вариант. Рецепт тот же. 1 лимон. Натираю на терке цедру 1 лимона. Стараюсь, чтобы белую часть не затронуть, чтобы ничего не горчило. Разрезаю и выдавливаю сок лимона вместе с мякотью к перемолотым чесночным стрелкам.
То есть нужна цедра одного лимона и сок вместе с мякотью лимона. С помощью вилки или ложки косточки убираем. Лимон можно заменить яблочным уксусом 100 мл вместо лимона, ну так вкуснее. Сюда же столовую ложку соли, добавляю столовую ложку с горкой тимьяна и 250 мл растительного масла, только рафинированного. Все хорошенько перемешали и по сути паста готова. Тимьян тоже придаст такой очень приятный аромат чесночным стрелкам. Попробуйте. Можно добавлять вместо тимьяна, например, орегано. Тоже будет очень вкусно. И теперь раскладываю по формочкам для льда. Часть заморожу, а часть отправлю в баночку. Стараюсь ее укладывать поплотнее, чтобы не было пустот, и сверху заливаю слоем растительного масла. Благодаря этому такая паста будет храниться дольше. И теперь давайте приготовим чесночную, ароматную, такую красивую зеленую соль, как добавка к салатам очень хорошая. Вот тут у меня тоже 500 граммов чесночных перемолотых стрелок. И в емкости, где буду смешивать, отправляю соль. Соль обычная, не йодированная, каменная. И с помощью вилки, ну, конечно же, рукой это сделать лучше всего, небольшими порциями вмешиваю соль. Общее количество соли на 500 граммов стрелок – это полная пачка, 1,5 килограммовая соли. Все хорошо перемешала, на противень застелила бумажные полотенца в 3 слоя и отправляю всю хорошо перемешанную соль ароматную ровным слоем распределяю. Это надо для того, чтобы вот кухонное полотенце это впитала лишнюю влагу. Соль сухая она не будет, она будет такая немножко влажноватая, хорошо хранится в баночке, плотно закрытой крышке, без холодильника, просто в шкафчике. Вот прошли сутки, такую соль хорошо перемешиваю. Можно даже оставить на сутки, на двое. Бумажные полотенца сверху мокрые, то есть они впитали всю лишнюю влагу. И просто пересыпаю в баночки, плотно закрываю крышками и храню в шкафчике. И теперь вот высохли чесночные стрелки. Я попробую их измельчить. Ну что я вам скажу. Измельчить их очень сложно. При помощи ступки это совсем нереально. Ну и, честно говоря, аромата особого после сушки нету. Возможно, я продолжу дальше их перемалывать кофемолкой, но, как по мне, лучше сушить обычный чеснок. Было бы интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Пишите свои отзывы в комментариях. Но я этот эксперимент оставила. И теперь приготовим консервированные чесночные стрелки. Очень вкусная пикантная заготовочка. Точно так же складываю пучком все чесночные стрелки. Да, когда мы их вытягиваем, вот на кончиках этих стрелок остаются листики. Я их удаляю. Нарезаю брусочками. Чистые стерильные банки, укладываю чесночные стрелки поплотнее. И для этой цели обязательно использую только молодую сочную часть этих стрелок. Они самые сочные и самые вкусные. Если у вас их много, то не жалеючи отрезайте верхушки и укладывайте в банки. И теперь дальше. Для этой цели мне надо 1 лимон. Получается, лимон разделяю я на 4 части. У меня 4 баночки. На пол-литровую баночку вот эту четвертинку лимона укладываю к стрелкам. И так в каждую баночку. По четвертинке лимона. Дальше по одному лавровому листику в каждую баночку. И
И теперь все легко и просто. Заливаю кипятком. Каждую банку заливаю кипятком до самого верха. Укрываю крышками. Вот так немножко вилкой утрамбовываю. Укрываю крышками и оставляю на 15 минут. По истечении 15 минут сливаю воду из всех банок и кипячу. Эту процедуру повторяю 3 раза. Когда закипела вода, заливаю ее снова накрываю крышками и оставляю на 15 минут. По истечению вторых 15 минут снова сливаю воду и отправляю кипятить ее. И на ошпаренные после второго раза чесночные стрелки добавляю по 1 чайной ложке соли из расчета на пол-литровую баночку, по 1 чайной ложке сахара и яблочный уксус 1 столовую ложку. Только читайте обязательно, чтобы это был 100% натуральный продукт, то есть не добавление уксусной эссенции и яблочного сока, а настоящий яблочный уксус. Тогда ваша консервация будет вкусная. Заливаю по самый верх кипяченой водой, которую я сливала из банок, и закатываю крышки. Обязательно банки переворачиваю. На дне могут оставаться кристаллики соли и сахара. Потрясла баночки, укладываю их и обязательно укутываю. Я просто так привыкла, хотя это делать не обязательно. Консервация прекрасно хранится, там есть добавление и лимона, и уксуса. Друзья, надеюсь, что это видео было вам интересным. Если это так, то не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на мой канал, кто не подписался. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория. Пока-пока.